вашего исцеления. Немножко сделаю такой комбинированный расклад вам. Мы посмотрим, на какой орган стоит обратить внимание. И особенное внимание, да? Какому органу стоит уделить особое внимание, а потом посмотрим, какими энергиями лучше исцелять этот орган, да? И энергии исцеления. Давайте смотреть. Позиция 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это мы смотрим орган, на который стоит обратить внимание. Можете выбрать один интуитивно, а можете выбрать все, посмотреть, да, и посмотреть, какой вам максимально перекликается, да. Так тоже можно, потому что если вы можете выбрать один, а потом найти из всех, кто открылся, так тоже можно, да, свой, да. Ну, каждый знает, какой орган у человека, да, ну, слабее и сильнее. Ну, и я напоминаю, что этот расклад не есть рецепт, не есть панацея. Это просто совет, подсказка, инсайт и никак не призыв к какому-то самолечению и так далее. Просто это расклад развлечения. Энергия исцеления. Какой энергией вам лучше исцеляться снизу карты? И энергия исцеления. Итак, уверен, что вы готовы. Исцеление плюс. Итак, на какой орган обращаем внимание, да? О чем лучше всего заботиться в первую очередь? Выбирайте интуитивно, можно один, можно два. Но если вы не угадали, да, то можете посмотреть все. И там все обычно какой-то один вы точно найдете максимально близкий. Но лучше выбирать один или два позиции, да. Но первые каких-то две позиции, а лучше одну. Поехали, да. Ну так, первый орган. Вам вообще надо бы обследоваться. Рекомендую. Здесь пустота. Но если вы себя чувствуете абсолютно здоровым, ну вот вообще, вот прям вообще, да, то может вам и не надо обследоваться. Но если что-то у вас болит, вам обследоваться, потому что карта пустая, а это хаос или что угодно. Да? Какая энергия здесь? У вас может быть что-то очень серьезное, у вас есть опасность, акула, и энергия воды. Возможно, пьете какие-то жидкости. Может, например, ну, к примеру, пьете много какой-то жидкости. Вода не подходит, не ваша вода. Грязная вода. Напитки пьете. Алкоголь, возможно, тоже, кстати. Здесь агрессия – это печень. Печень, желудок, поджелудка и так далее, да. То есть, ну и энергия воды, эмоции, в том числе агрессия, злоба, а все живет в печени, поэтому эмоции, энергии воды вас будут исцелять. Ну и в том числе и жидкости. Возможно, минеральные воды стоит уделять внимание больше, чем чему-либо другому. Но и исключать классическую медицину, естественно, не нужно. Исключать не нужно. Смотрите, здесь выпадает ДЦП. ДЦП обычно это идет к травмам каким-то, да. Ну, как бы понятно, что если у вас его нету, да, то это проблемы с нейрологией, да, то есть, ну, стоит обращать внимание на мозг, на систему нейрологии, да, самой, и на нагрузку физическую, на нагрузку
умственную, интеллектуальную, и на то, что передает сигналы, то есть на мозг, да, то есть позвоночник, мозг, вот этому стоит уделять внимание. То есть это могут быть слабые места вашего организма. Физическая нагрузка, мозг, позвоночник, ну давайте так, и нейрология, да. Воздух, энергия воздуха, то есть это чистый воздух, не токсичный. Интеллектуальная деятельность – это книги, математика, задачки всякого рода, ну, в общем, все, что развивает чтение, в том числе шахматы, ну и активный образ жизни. Это есть вам совет от мудрого ворона, который прокаркал вам на здоровье что-то хорошего, что-то хорошее, точнее. Позиция номер 3 – желчный. Ну, а там же уже смотрите печень, желудок, поджелудка. Но больше всего смотрите на желчный. Обычно, ну, как бы, этот орган, он связан тоже с агрессией и с завистью, со злобой, с обидами. Ну, причины какие могут быть? Чаще всего, да, то есть это первая причина. Да, но могут быть какие-то и врожденные моменты, наследственные заболевания, как негативные родовые программы. Но, тем не менее, чаще всего это обида, злость и зависть, да, вот здесь. Алчность тоже у жадных людей, ну, часто проблемы с желчным. Даже знаю вот людей, которые вот из личных примеров, да, из собственной жизни, знакомы мне такие люди вот с этими проблемами. Ну и смотрите, здесь дракон, и смотрите, это именно аркан воли или аркан третьей чакры. Я бы вам рекомендовал проверять и акцентировать внимание на печени, желчном, желудке и поджелудке. То есть это третья зона, это все вот эти органы, которые я перечислил. Вам на них нужно обратить внимание, не только на желчный. Но и энергия огня и есть желчь. И это и есть печень. То есть чем лечить? Кровь, кстати, здесь тоже может быть под контролем и должна быть под контролем. Чем лечить? Теплом, теплой водой, энергией огня, прогреваниями, солнцем, волей, ну и активными действиями какими-то. Может ли это быть магия? Ну, чем лечить магией, да, помогать. Я не говорю, что лечить магией. Нет, ни в коем случае. Магией мы не лечим. Магией мы всегда даем импульс, а лечим мы комплексом всегда, да, то есть исцеляем, точнее. Можно, да, светлой магией вполне можно. Можно ли здесь заниматься темной магией? Я бы не рекомендовал. Пока я не вижу рядом карт, но нет. Позиция номер 4. Мышцы. Ну как, вам нужно обращать внимание на собственный вес, на собственную активность, на то, что спорт, да, как вы занимаетесь спортом, да, насколько вы активны физически, нет ли у вас дистрофии, атрофии и так далее, да, вот в таком стиле. Ну, вообще, как бы вашу физическую активность, вот на это обратите внимание. Может, вы вялая, спите постоянно, там, ну, такой сонливость и так далее. Вот. Ну и ходите ли вы в спортзал, например, да или нет. Если нет, то уже надо думать, что да, что нужно ходить. Ну, как вариант. Чем лечить? И здесь воздух – это активный образ жизни, движение, спорт, архитектура тела. Ну и нужно просто оттолкнуться от того, что в здоровом теле здоровый дух, а у вас карты тела и духа рядом. И карты, вот это вот у вас карта, она может перекликаться, да, допустим, смотрите, у вас избыточный вес, соответственно, проблемы с печенью, желчным, или наоборот, низкий вес, вам надо его добирать, ну, соответственно, там тоже могут быть проблемы. Воздух, движение, полеты, перелеты, путешествия, туризм, активность, да, вот это все. Позиция номер 5. Вам нужно обратить внимание на ротовую полость. Но прежде всего это зубы. У вас, возможно, зубы слабое звено.
Может ли это быть? Да, это не обязательно по родовым каким-то, да, переходит программам. Ну, там, у мамы плохие зубы, у родителей плохие зубы, и у вас плохие. Не обязательно. Например, вы стрессуете. Могут быть гельминты. Может быть неправильный образ жизни, и зубы у вас будут страдать. Но, может быть, действительно какие-то после родов зубы, да, часто сыпятся и так далее, да, то есть зубы смотрим. Стоматология, ротовая полость, все, что во рту. Вода, укрепление психики, эмоции. Ну, чем лечить какие энергии? Энергии воды. Эмоциональные энергии и укрепление защиты. Вам желательно выстраивать свои внешние и внутренние барьеры. То есть вам и энергетическая защита, укрепление рекомендуется, и физическая, рядом физическая. То есть вам и с телом надо работать, и с энергией. Так вот этот аркан, он вроде бы как безобидный, но здесь нужно серьезно относиться к своей защите. Но я бы рекомендовал все-таки. Позиция номер 6. Ну и здесь трахея, дыхательные пути, легкие, альвеолы. Все, что связано с дыханием, с воздухом и, может быть, с грудью, грудной клеткой. Также это может быть маммология, тоже обратите внимание, все-таки грудь тут есть, но обычно это у женщин, да, эти проблемы могут быть. Просто обратите на это внимание. Какая энергия? Ну и здесь космическое яйцо – это энергия вашего кокона, это 7-я чакра. То есть здесь любая энергия подходит, но, скорее всего, в комплексе. И здесь больше духовный рост. Или духовная трансформация. Или духовные практики по этой карте. По этому аркану. И вам даже символически ударили часы как раз в духовную карту, как говорится, в духовную чакру, 7-ю чакру Сахасрара. Может быть йога, может быть музыка, может быть и то, и другое. Но творчество, вообще, возможно, вы творческий человек и что-то связанное с дыханием. Может, хорошо поете, может быть, хорошо играете на инструменте. Может быть, из вас исходит поэзия или какие-то слова. Может быть, вы мастер ораторского искусства. Но дух, духовность и просветление вас. Ваш ключ к исцелению. Как-то вот так. Все 4 стихии. Диагностика финансового канала. Окей. Финканал плюс. Готовы, да? Ну, все-таки вы готовы? Давайте, я думаю, что все готовы. Кому надо, тот готов. Да? Позиция номер 1. Тройка кубков. У вас должно быть все хорошо. Тут я не вижу ничего плохого по этой карте. Если у вас нету застоя, то есть, не постоянно хуже, значит, будет лучше. Вот так. То есть, я не вижу здесь проблем в этой карте. Все, без проблем. Все хорошо. Ок. У вас может быть проблема только при одном условии. Если вы в треугольных отношениях, есть там любовник, любовница, жена, и как бы там еще одна любовница, треугольник. То есть, если вы в треугольнике и вы чувствуете, что вам денег не хватает, тогда у вас может быть негатив на финансовом канале. В противном случае у вас все хорошо. Услышали. Позиция номер 2. Прикрою этого дьявола. У вас могут быть проблемы. Эта карта о чем-то плохом всегда и, возможно, темная магия. Поэтому откуда это? Либо на работе, либо от долговых обязательств, либо от любовника, либо от любовницы. Или, вот, допустим, пара, муж и жена, вот не только от вас, но и от вашего партнера. То есть у вас коллективная проблема, связанная с кем-то. И с партнером в том числе, может быть. Есть проблемы и, возможно, что-то очень плохое, в том числе магия.
вас тут десятка мечей, у вас либо финканала вообще нет источника дохода, либо все прекратилось, то есть у вас с финканалом все плохо, то есть рядом дьявол, здесь 10 мечей, и это может быть кладбищенская магия, если вы подозреваете ее. Понятно, что это общая диагностика. Я вам даю те комбинации, которые читаются откровенно легко здесь, да, потому что 10 мечей — это часто покойник, а дьявол — это может быть его магии оттуда из кладбища. Поэтому, если вы подозреваете это, то лучше провериться действительно. Позиция номер 4. Кто выбрал эту карту? А ну-ка напишите мне сейчас в чат. Быстренько напишите прямо сейчас в чат. Жду. Считаю до 10. 1, 2, 3, 4. Вижу, Андрей. 5, 6, 7, 8, 9, 10. У вас все хорошо. Это самая лучшая карта, которая может быть. Особенно, если там у вас есть пара, вы в паре. Вот. Особенно, может быть, если вопрос о детях, тоже все хорошо с финканалом. Вообще-то у вас проблем нет. Особенно магических. Позиция номер 5. У вас либо все классно, либо, як кажуть, повна дупа гарбузів. Да? Тут нужно по ситуации смотреть. Если у вас есть деньги, они вам даются легко, то у вас проблем нет с финканалом. Но если у вас денег нет и постоянный хаос, то, может быть, что-то и не очень хорошее. Желательно проверять по этой карте. Дурак, он, понимаете, как по дураку, если бы у вас было все хорошо, вы бы в этот расклад и не попали бы. Поэтому у вас, скорее всего, все плохо, нежели хорошо. Но шанс на то, что у вас все хорошо, все-таки есть. Слышите, да, как карты говорят? Потому что рядом солнце. Скорее плохо, потому что у дурака обычно денег нет. Є така приказка: чому бідний, бо дурний, а чому дурний, бо бідний, да. То такая взаимосвязь получается. Поэтому, скорее всего, есть проблемы. Причина любая, может быть, совершенно разная. Позиция номер 6. У вас, по идее, с финканалом должно быть все очень хорошо. Как минимум, обряды, ритуалы вам могут помогать или помогают уже. И вы должны, по идее, быть успешным предпринимателем. Особенно, если вы мужчина. А если вы женщина, то у вас, такое энергетика мужская такая, успешного человека. Энергия либидо у вас очень сильная, по идее, туз жезлов. Все хорошо. Должно было бы быть, как минимум. Так, потому что рядом хаос. Или вы, знаете, как корабль, да, в море или в океане, в бурю, да, вы выплываете, вас хотят потопить, а вы все равно выплываете, да, вот такое вот. И позиция номер 7. Кто выбрал? Здесь Луна, здесь может быть что угодно, но все плохое, то есть у вас очень плохо с финканалом. Может быть, вы склонны к накопительству, склонны к какой-то, знаете, алчности, жадности, да, у вас затор такой какой-то есть. То есть есть проблема, затор, жадность, движение брать, давать не работает здесь. Здесь очень плохая карта. Но потенциал у вас есть. То есть его нужно развивать, с ним нужно работать. И огонь вам в силу, в помощь, руны в помощь, магия огня вам в помощь. Вот такой вот месседж. Такая прекрасная колода древняя с вами поговорила по поводу ваших денег. Смотрим, есть ли негатив. На чем угодно, на отношениях, на бизнесе, на финансовом канале. Финканал мы смотрели сегодня, диагностику финканала уже, кстати, был вопрос. Я хотел вообще посмотреть сегодня диагностику негативного влияния, если негатив.
Если негатив плюс, друзья, напишите, пожалуйста, на отношениях. То есть смотрите там на доме, кто-то может посмотреть. Но я буду давать вам акценты расставлять в каждой карте. В том числе на бизнесе, на деньгах, на всем. Готовы? Поехали. Скорее всего, негатив есть. То есть, смотрите, если на бизнесе, то у вас будут постоянные проблемы, препятствия какие-то. Да, ответ да, на всех сферах жизни, особенно если вы чувствуете, что у вас тупик. То есть вам как минимум по этой карте закрывают дороги или чинят препятствия. Ответ да. Особенно если не успехи в делах, в любых, да, в отношениях, в том числе на бизнесе. Ну, если по этой карте негатив, только черная кошка здесь как бы... Я скажу так, если негатив, да, если вы перешли дорогу какой-то персоне с короной, которая вам так и сказала: я буду делать так, как мне выгодно. И, может быть, ты об этом еще пожалеешь. Так припугнула так. Тогда, скорее всего, есть. Если этого человека не было у вас, то, наверное, и нету. Позиция номер 3. И здесь нужно понимать. Есть такое понимание, как паучья магия. Соответственно, есть негатив. Она может быть и на отношениях, и может быть на доме по вот этой карте. Поэтому скорее да. Особенно если в ваших отношениях и в вашем доме происходит черт знает что. Да, вот так. И вот здесь вот негатив. Если есть, то он, скорее всего, на отношениях. Особенно если вы постоянно ссоритесь, расходитесь, потом опять сближаетесь, то есть на отношениях. Может быть, вы постоянно теряете партнеров, партнерш. На отношениях здесь. 4-я позиция. Ну, смотрите, если вам все прям дается с трудом постоянным, да, с какими-то проблемами, с боем, да, как говорится. Вот если вам с боем все дается, постоянно не наводится, что тут горит свеча. Если вам все дается с боем, то да. И это может быть любая сфера жизни. Там, служба, работа, отношения с мужчиной, с женщиной. Да, вот так. То есть трудности какие-то постоянные. Да, скорее всего, если вам приходится вот выбарывать свое счастье, свой успех. Да, так. Позиция номер 6. Здесь негатив на финканале, если у вас проблемы с прибылью. Ну и на бизнесе тоже может быть. На работе, бизнесе и финканале, если у вас есть трудности. Вот кто загадал именно 6-ю позицию под деньги, соответственно, все с деньгами может быть. Если у вас проблем с деньгами нет, значит, у вас с финканалом нет проблем. Ну и здесь, скорее всего, никакого негатива нету, если у вас все хорошо. А если вы чувствуете, что у вас прям все плохо, то однозначно он есть. Тут нужно в контексте смотреть. Дело ясное или дело чистое. Если вам ясно, понятно, что у вас нет проблемы, вы просто гадаете, ради развлечения. Но если у вас действительно, вы знаете, что у вас проблемы, то оно и так ясно, что у вас проблемы, понимаете. Хотя карта очень хорошая.